Вы идете по улице, у вас начинает кружиться голова, начинает стучать сердце, и самое важное, вам становится страшно, как будто на вас лев нападает. Лицо немеет, сосуды сужаются, голова кружится, давление подскакивает. Больше вообще мыслей даже ни о чем не может быть. Что с этим делать, непонятно. Это безумный страх. Безумный настолько, что все, кажется, что вот вы сейчас умрете. Бывали ситуации даже, что тебе настолько плохо, что ты просто вот на остановке пытаешься подойти к человеку и сказать: вызовите мне скорую, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Алексей, и в течение где-то 6 лет я страдал от панических атак. Во-первых, эта тема, она вообще мало освещена. И вообще люди у нас в этой области, в области психических расстройств, заболеваний очень слабо осведомлены. Самому начать с этим бороться очень-очень сложно. Я бы сказал, практически невозможно. А пойти к психологу, у нас нет такой культуры даже пойти к психологу. И у нас люди даже не знают, в чем разница между психотерапевтом и психологом. Вообще, что такое паническая атака? Это вот чувство страха, адреналина, вот реакция организма, бежать, да, защитная такая, но тогда, когда ее не должно быть. В самый первый раз вообще я сидел перед парой в университете, у меня начало колотиться сердце достаточно сильно. Пошел в медпункт, когда уже подходил к медпункту, все, прям плыл, паника, страх, вообще что происходит, непонятно. В медпункте дали, корвалольчика накапали, приехал потом домой, отлежался, вроде все окей. Походил немножко по врачам, говорят, вегетососудистая дистония, знаете, такой популярный очень диагноз. Потом как-то еще раз, через некоторое время, вот даже не помню, через сколько, может, год или пол, на Немиге в метро прям как нахлынуло, и все. В чем вот особенность еще метро, что ты не можешь в любой момент выйти. То есть ты находишься под землей, и у тебя нет возможности убежать. Поэтому панические атаки в метро бывают намного более часто. Когда это происходит первый раз, ты вообще не знаешь, что это такое, и поэтому тебе еще особенно страшно. Даже когда второй, третий, то есть пока тебе кто-то не объяснит, или ты не поймешь вообще, что это такое, почему это происходит и как с этим бороться, это особенно страшно. Качество вашей жизни, оно просто приходит на ноль. Вы не можете куда-то выйти на улицу. Вот. Если вы сидите дома на диване лежите, то у вас не возникает панических атак. Соответственно, какой первый самый мысль у вас? Находиться, да, в безопасности, в 4 стенах, где вы там сидите, и у вас все хорошо. Ты на улицу вышел, у тебя сразу же начинается паническая атака. Сел в автобус, у тебя паническая атака. Да можно было доходить до пары раз в день. Вообще, 3, может даже 5 иногда, в самой пике. Более того, в момент панической атаки вы же ничего не можете делать. Представляете, у вас паническая атака на встрече накрывает, да? Панические атаки вообще, не знаю, 70-80% людей, у них в жизни случаются панические атаки или вегетативные кризы, да, повышение давления, поплохело. Просто большинство людей не придает этому значения. 1-2 раза в жизни случилось, что-то поплохело, отдохнул, и все хорошо. Кто-то, какие-то, может, более эмоциональные личности или зациклены на себе, они придают этому больше значения. Когда у тебя часто случаются панические атаки, ты вообще забываешь, что такое естественное переживание, у тебя любое переживание превращается в паническую атаку. Это истощает невероятно, потому что ресурсы организма, во-первых, расходуются очень быстро. Это адреналин, сердце колотится, и после того, как она даже заканчивается, эта паническая атака, все, у тебя одно желание только лечь, полежать, поспать, продуктивности уже никакой. Очень много психических расстройств очень любят называть оправданием для ленивых людей. Если человеку вдруг что-то станет интересным, он просто ленивым, он пойдет это и сделает. Если вы страдаете, например, паническими атаками, депрессией, и вам что-то интересно, вы все равно это не сделаете. У вас есть хобби, которое вам нравится, любимое, вы все равно не будете ездить на него, потому что вы хотите, вы все собрались, вы сидите дома, вот я сегодня поеду веселиться. Как только пришло время ехать, собираться, выходить из дома, никуда вы не поедете. Никто же тоже, как и ты, не понимает, что вообще с тобой происходит. Даже самые близкие люди. Тебе пишут, что ты здоров, у тебя какая-то вегетососудистая дистония, вроде не болезнь даже. И врачи говорят, да, вы здоровы. Ты такой, я же не здоров, такая вот фигня с тобой творится. Мне-то это не нравится, мне-то это жить мешает. Представляете, насколько. Ты ничего не можешь делать. У тебя все вообще мысли о том, что у тебя будет очередная паническая атака,
и что ты вообще недееспособен, у тебя депрессия, там действительно настоящая депрессия уже начинается, да, ты все, не хочу так жить, я не могу так жить, очень сложно, где найти сил, за что мне это все. То есть это не жизнь, это... Если вы видите такую ситуацию, то сразу отправляйте к врачу, сразу говорите человеку, сходи к психотерапевту. Ну, наверное, первой такой помощью было то, что появился врач, который вообще понимает, что с тобой происходит. Это психическое какое-то расстройство, то есть оно идет, скорее всего, из детства, там какие-то проблемы накопились, и что-то должно их запустить обязательно. Потому что у меня было все хорошо, а началось это после расставания с девушкой, длительные отношения там были у меня, и все, и после этого перестаешь жить социальной какой-то жизнью. Мне было 21 год, то есть такой трудоспособный парень. Прям самый расцвет сил, на самом деле. Вот вся интересная жизнь как раз, которая должна проходить вместе с вами, она начинает проходить мимо вас. Это был долгий-долгий период. Сейчас нужно упасть на дно, то есть дойти вот до такого состояния, когда ты уже все, я не могу. Самолечение, я думаю, что единицы могут сами от этого избавиться, и вообще, если могут. Сначала, во-первых, увидели это близкие люди и отправили меня к врачу, к психотерапевту. Мне выписали антидепрессанты. Вообще поставили диагноз, кстати, клиническая депрессия. И я начал принимать антидепрессанты. Как работают антидепрессанты? Они работают, что у вас нету нижних состояний, да, вот плохих эмоциональных, но у вас нету и верхних. Но в целом вы вот ровненько живете. Вот ровненькая жизнь, она дает как опору для того, чтобы начать уже дальше собой заниматься. Потому что появляются, по крайней мере, какие-нибудь силы заниматься собой. Нашел работу, начал что-то делать, выходить из дома, какая-то социализация, уже как-то поинтереснее стало, но все равно не то. Нашел психолога и начал заниматься с психологом. Я думаю, что год. Причем год таких очень интенсивных, постоянных занятий. Там мне объяснили вообще механику, почему это происходит, как это устроено, и тебе уже становится легче, то есть ты уже начинаешь какие-то понимать, то есть это там всплеск адреналина, страха, в тех ситуациях и местах, когда этого быть не должно. И задача была такая, приходить в места, те же самые автобус, метро, да, где у тебя случаются панические атаки, приходить, ловить эту паническую атаку и переживать ее, но переживать осознанно. А поддержка, она нужна. Даже когда у тебя случается паническая атака, если кто-то об этом знает, ты позвонил или поговорить, 5 минут посмеялись, прошло. Намного легче с поддержкой. Потом ты начинаешь вообще распознавать, когда она скоро случится, и начинает отвлекаться в момент еще до того, как она случилась. То есть максимум, что тебе это грозит, это минуточка-две такого плохого уже состояния. Когда ты уже научился бороться с какими-то паническими атаками, следующий шаг — это делать так, чтобы их вообще не возникало. И здесь начинается самое интересное, потому что тебе нужно жить такой очень насыщенной жизнью, соблюдать график сна, заниматься какими-то физическими упражнениями, следить за своим физическим здоровьем, следить за своим эмоциональным состоянием. У нас как человек привык, что если что-то не так, можно выпить и полегчает. И это так работает. Действительно, алкоголь очень сильно седативное. Проблема в том, что алкоголь на самом деле все это очень-очень сильно усугубляет. Поэтому алкоголь придется исключить из своей жизни полностью. То есть просто расти над собой. Причем это нужно постоянно. Как только ты перестаешь этим заниматься, заваливаешься на диван, начинаешь ложиться спать в 5 утра, начинаешь кушать вредную пищу, то оно начинает потиху состояние возвращаться. Прям чувствуется, как оно может возвращаться. Вообще, в целом, я скажу, что сейчас я живу абсолютно нормальной жизнью, которая мне очень-очень нравится. Приносит мне удовольствие, очень много удовольствия. Я занимаюсь своим бизнесом уже 1,5 года. Мне абсолютно нравится своя работа. Я с удовольствием хожу на свою работу, просыпаюсь. Как только у меня появилась возможность физическая путешествовать, все, меня было не оттащить. Я чуть ли не каждый месяц в последнее время езжу куда-то в какую-то страну, отдыхаю. Прям пытаться наверстать вот это все упущенное.